Здравствуйте, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Что ждет? Узнай будущее. Расклад Таро на 10 дней на декаду с 21 по 31 января. Вот давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего, с чем это будет связано для вашего знака зодиака. У нас сегодня две колоды. Оракул Ленорман. Мы достанем 4 карты и посмотрим, какая сфера жизни, может быть, наиболее активно будет в некоторых делах, событиях или новостях. И на колоде Таро мы раскроем то, что нам будут раскрывать карты Оракула. Проясним, достанем карты по основным сферам жизни. Останемся реалистами, всегда говорю об этом. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но просчитать нам может помочь или увидеть альтернативный вариант. Ведь когда мы смотрим даже общие расклады, каждый думает о своем. Каждый на эту карту перекладывает свою какую-то историю. И мысленно вы просчитываете, как вы можете решить тот или иной вопрос. Или где-то как предположение, размышление, назовите это так, как могут развиваться в дальнейшем события. Поэтому, наверное, карты Таро или оракулы, Ленорманы, любые карты, они интересны, они где-то позволяют услышать подсказки собственной интуиции, шестого чувства, и при этом выхолощенным конструкциям сознания не давлеть, а как раз найти какой-то альтернативный вариант или выход, может быть, из создавшегося положения. Итак, идем дальше. События ближайшего будущего. И 4 карты. Первая карта для вас, Водолеи. События ближайшего времени. Что же за будущее? Давайте узнаем для вашего знака зодиака, с чем это связано. И на колоде Таро первую карту мы всегда достаем неожиданности. Может быть и новость. А может быть и не будет никаких неожиданностей. Пусть это будут приятные сюрпризы. В чем ваша сила, в чем ваш успех? Или какие сильные стороны характера вам помогут решить тот или иной вопрос? Одним словом, какие силы энергии за вас? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, планы на будущее, честолюбивые планы или документы. Энергия денег, личная жизнь. И достанем карту совет, который откроем в самом конце. Итак, события ближайшего будущего. Вот очень интересно, у кого-то это может кольцо касаться личной жизни и продолжения. Например, перевод в статус наиболее отношений вашей дружбы. Или вы надумаете жить вместе, допустим. У кого-то это может проиграться в партнерских отношениях по работе, по бизнесу. Или как компаньон какой-то у вас, может быть, есть, так тоже бывает. Есть связь как минимум с одним человеком, на которую вы можете опереться, положиться, или вы думаете вместе как заодно, видите в одном направлении. Есть группа поддержки, пусть даже это в лице единственного человека. В наше сложное время, пожалуй, это уже немало. Давайте откроем вторую карту. Звезды. Всегда, когда выпадает аркан звезды, он говорит о том, что некоторые вопросы, которые будут решаться в этот период времени, они не совсем укладываются в контекст короткого периода 10 дней, а это скорее где-то лет на 10-20, как по Плутону в вашем знаке. Вот здесь могут открываться какие-то перспективы. Вы сами можете их открыть. Какие-то новые честолюбивые планы поставить. У кого-то из вас это проиграется работа посредством интернет. Все же звезда или звезды, пространство, вселенная, эфир, интернет. У кого-то это будут связаны вопросы с переездом, с перемещением, у кого-то с командировками. И вот что-то продолжается. Причем я бы сказала, что может быть для кого-то из вас именно переезд или перемещение, или командировки, или какие-то путешествия будут иметь продолжение на длительный срок. Для кого-то эта карта проиграется, когда вы можете, опять же, работать посредством интернет, или каким-то образом вам будет это помогать, или новые какие-то технологии. Вполне вероятно, потому что звезды это то, что далеко от нас. И проигрывается иногда не только расстояние по времени,
а еще и расстояние по километражу. Или открытия какие-то, да, инновации, которые мы сейчас тоже еще пока не знаем, а что-то будет только развиваться. Для кого-то из вас это буквально вы идете в ногу со временем, и вы открыты будущему, вам что-то интересно. По этой карте мы можем начать изучать новые технологии или пробовать себя в новом деле. Ну, пожалуй, карта в основном нам говорит, нет ничего невозможного, потому что звезды – это наша мечта. Да, она не приходит прямо завтра. Мы продвигаемся к своей мечте, но у нас точно получится что-то осуществить. Вот, мои дорогие, у вас какая-то мечта сбудется, но это не укладывается в отрезок времени 10 дней. Хотя вот начинаться что-то как раз и может в 10 дней. Или придет какая-то новость, или просто вы случайно услышите какую-то информацию, она вас зацепила, вы начинаете искать дополнительную информацию, понимаете, ух ты, а мне всегда это было интересно. Ну-ка, дай-ка я попробую. Вот тут вас может что-то еще и увлечь. Поэтому будьте внимательны. То, что увлечет, вполне вероятно, будет продолжением, а у кого-то отношения на расстоянии. И вы будете думать, как встретиться. Или как, может быть, даже жить вместе. И такое я тоже предполагать могу. События ближайшего будущего. Правда, информацию вы получите. В этом оракуле нет карты денег. И поэтому, когда выпадает письмо, по крайней мере в моих раскладах, это как прелюдия денег. Вот такое может быть. Или вы решаете вопросы, может быть, на расстоянии, которые связаны именно с получением денег. Или у кого-то получение, может быть, и наследство, кстати, вот может проиграться. Или это какая-то важная бумага, которую вы ждете, важный документ. Скорее всего, либо вы его получите, либо сроки какие-то, они будут более обозначены конкретно. Вы здесь, правда, перед вами открываются новые перспективы. И либо для кого-то, повторюсь, это ваше решение, а для кого-то из вас это получение важного документа, может быть, разрешение какого-то, согласия, когда перед вами открываются, опять же, какие-то дороги. Итоги вы будете подводить, мои дорогие водолеи, всегда по аркану с коса. Правда, у кого-то проиграется получение денег. Может быть, это какой-то гонорар. Причем это большие могут быть деньги, которые вы ждали какое-то время. И, может быть, они задерживались. Иногда аркан звезды может говорить, что заминки по времени тоже могут быть. Или какие-то задержки. Примите это во внимание. Но тут, видимо, этот итог, в конце концов, в эти 10 дней наступает. Деньги приходят. Всегда по аркану коса нам говорят о том, что это не просто итог, а тот итог, который как по проделанной работе. Мы теперь задумываемся о том, что я буду продолжать, или в каком контексте, или каким образом. У нас бубны, поэтому у кого-то это будет сопряжено с деньгами. Откуда ко мне приходят деньги, каким образом, может быть, системы взаиморасчета, подписание, опять же, каких-то бумаг, соглашений. Вот здесь все это может проходить. Но при всем своем благополучии эта карта еще нам говорит о том, что коса острая. И об это острие мы можем пораниться. Поэтому нужно быть предельно внимательными для вас, мои дорогие водолеи, в эти 10 дней. Держите руку на пульсе. Неожиданности. Правда, тут какие-то неожиданности сами по себе по рыцарю жезлов. Ему как раз нравятся неожиданности. Ему главное, чтобы не было стоячего болота и этих неожиданностей, как в виде мелких новостей, к примеру. Или какой-то разрозненной информации. Или много поездок. Или для кого-то из вас, когда к вам кто-то приезжает. Или вы сами, ну, как обрабатываете какую-то информацию, и просчитываете какое-то свое дело. И для того, чтобы выбрать какой-то нужный фарватер, как вы будете действовать, вам придется рассмотреть, может быть, 10-20 таких вариантов и что-то просчитывать. Сами по себе неожиданности, они всегда приходят извне, поэтому вы можете слышать много информации о каких-то событиях и анализировать, перекладывая на свою жизнь. И именно анализируйте для чего? Потому что то, что происходит внешне, оно каким-то образом влияет на вас. Да, это не вами запланированные какие-то события, это то, что может быть как неожиданно к нам приходит, но мы это должны учесть. Так вот, по рыцарю жезлов он готов к неожиданностям, и самое главное, какое-то рациональное зерно в этих неожиданностях для вас, мои дорогие водолеи, тем не менее будет. Да, руку на пульсе придется держать.
Много будет людей, много будет каких-то советов, например, или советчиков. Может быть, вы свой вопрос обсуждаете с многими людьми. Тогда этого делать не следует. Тут сила ваша будет наоборот, в молчании. Посмотрите, девушка нам изображена, которая, ну, как медитация. Она никому ни о чем своем не рассказывает. Она даже как бы вот этот дзен, внутреннее спокойствие пытается в себе не просто уловить, а еще и сохранить, а к ней пытаются дотянуться 7 жезлов. Почему по этой карте иногда ее называют картой соревнования, когда это нас кто-то пусть даже не на соревнования буквально, хотя у кого-то может проиграться как какой-то конкурс, экзамен, и вы можете быть там сильны. Но сила ваша будет в молчании, тем не менее, или в продуманности того, что вы говорите, того, что вы транслируете, или как вы поступаете. Здесь нужно подумать перед тем, как сказать, и в этом ваша сила, или продумать свои действия, а потом только действовать. И при всем при этом вот эти 7 жезлов будут говорить, что людей много, но у каждого своя какая-то задумка. Поэтому время твое, Водолей, сейчас свои планы какие-то реализовывать, а не пытаться двигаться еще в каких-то 7 направлений. Поэтому храните спокойствие. Дела, работа, бизнес. Правда, какой-то документ можете получить или какую-то новость. И, может быть, это будет отправной пункт или точка. Для кого-то невозврата. Такое может быть. Кто-то задумается всерьез о переезде. Или вам приходит на ваш порог какая-то новость, и вы понимаете, вот, либо по работе что-то не будет продвигаться так, как было прежде. Может быть, это банальное изменение в руководстве. А вы привыкли к прежнему руководству. Вы уже знали, что да, вот где-то вы успокоиться могли. Или, может быть, по какому-то конкретному документу вы уже тоже думали, что, ну нет, тут все как-то более или менее гладко. Вот здесь вы можете узнать, что да нет, не гладко. Что-то либо пробуксовывает, либо мне нужно себя перестроить. Может быть, по части дел, бизнеса. Для кого-то из вас это может быть, если мы говорили, письмо иногда говорит о деньгах, то здесь какая-то денежная ситуация у вас может быть связана с работой, которую вам тоже нужно просчитать в каком-то новом формате. Всегда по 16-му аркану башни, с одной стороны, раньше изображали как тюрьму. То есть это то место, где мы находились и были уверены, что это наша крепость, цитадель, или то, что нас это охраняет, защищает, помогает нам в трудную минуту. И вдруг вот эти оковы, они рушатся, и мы окончательно понимаем, да нет, это были как период ограничения или сами по себе какие-то неприемлемые условия. Но когда мы это узнаем, мы можем растеряться, мы не знаем, что с этим делать, мы не знаем, что предпринять. Поэтому тут действительно сильная позиция будет в том, что мы сначала продумываем, просчитываем, потом говорим и делаем. Не судите быстро по первой услышанной информации. Проанализируйте, перепроверьте, переложите на себя. Здесь вам будет буквально помогать ваш интеллект и рационализм, потому что что-то меняется именно в контексте либо документов, у кого-то может ведь так проиграться. Вы ждали документы и уже перестали где-то ждать, думали, да не, ничего не получится. И вдруг, оказия, как раз вам говорят о том, что ваш документ готов. Или готово какое-то соглашение. Или по работе. Вы тоже думали, нет, мне, допустим, не предложат ту должность, на которую я претендовал или претендовала бы. А здесь могут быть изменения, допустим, у конкретного человека, который занимает эту должность, он по какой-то причине либо уходит, либо место это еще освобождается, или что-то альтернативное вам предлагают. Здесь вот именно с одной стороны это связано с сильными эмоциями, а с другой стороны вас ничто не держит. Давайте посмотрим, что же по финансам. А здесь нужно рассматривать новые способы заработка. Может быть, для кого-то проиграется по пажу Пентаклей, вы пошли учиться. И это не обязательно буквально вы пошли. Может быть, и онлайн-курсы. Или вы можете понять, что да, мне нужна ну, какая-то новая степень финансовой грамотности. Может быть, вы задумали новое свое ремесло, труд. По части, кстати, работы в интернет. И вам нужно освоить вот эти новые скиллы, навыки получить. И кто-то буквально даже может сесть за парту или, повторюсь,
онлайн учиться. Это могут быть еще вопросы, которые связаны с детьми. Например, у кого-то так все-таки паш пентаклей, вы кому-то помогаете. Но, в принципе, если мы говорим о деньгах, как о сумме какой-то денег, деньги есть, но их немного. И даже если их и много, понятно, у каждого свое понимание. Много, мало, с деньгами никогда много, наверное, не бывает. Но, тем не менее, здесь осторожность присутствует. По пажу пентаклей, если и есть деньги, да, есть у вас, к примеру, возможности, то как будто инвестицию в себя, вот хорошее время, например, сделать. Но сказать, что мы что-то глобально большое покупаем или тратим большую сумму денег, по пажу пентаклей я не могу. Здесь вдумчивость тоже, и вверху у нас семерка жезлов, поэтому по части денег думайте дважды, наверное, куда потратить, за что заплатить и каким образом ваша проплата, например, она для вас первоочередная или, как, допустим, она может служить инвестицией в себя, и действительно вам необходимо этому сейчас уделить внимание, как сделать эту проплату и что-то изучить. Или это будет какая-то покупка банальная той вещи, о которой вы забудете, как только купили, она вам перестанет приносить радость. Тут вас могут уговаривать что-то, кстати, приобрести. Вот есть и такой момент. Поэтому изучайте любой вопрос. Нужно ли задавать себе такой, может быть, тоже вопрос стоит, потому что, ну, когда мы на эмоциях что-то покупаем, вряд ли нам это в целом приносит вдохновение и пользу, что немаловажно. В личной жизни двойка мечей. Ну, есть какая-то путаница или двойственная ситуация. Для кого-то из вас это могла быть ситуация с человеком, который от вас на расстоянии, когда вы его не видите буквально. Или вы не знаете какую-то новость по части личной жизни, которая может, кстати, к вам прийти, или информация, такое могу допустить. Но чего бы тут ни касалось, информация как будто действительно будет. Может быть, это и ваше внутреннее решение по части личной жизни. Как будто два меча. Мы можем пойти и направо, мы можем пойти и налево. Одновременно направо-налево мы не пойдем. И вот мы стоим на выборе, мы не знаем, куда же сделать следующий шаг. И здесь нужно быть дважды реалистом. Я говорила, рационально. Должен остаться один меч. Своеобразный, как я называю, один меч или туз мечей. Выход из лабиринта. Вот здесь вы должны с чем-то определиться по части личной жизни. Я не могу сказать, что эта карта будет как-то характеризовать любовь, но у кого-то, у нас ведь прекрасные две карты в Ленорман выпали. У каждого, понятно, своя концепция построения личных отношений, но здесь может быть связано как и с какой-то информацией, или с предложением карта кольцо, или альтернативное какое-то предложение, и вы будете обдумывать, стоит ли в этом направлении вообще что-то предпринимать. Давайте я достану еще дополнительную карту. Будьте внимательны, мои дорогие водолеи. С одной стороны, карта мага, шикарная карта, что тут добавить? Это вы где-то маги, волшебники, у вас сейчас действительно какая-то возможность, я уже говорила, на далекий период времени, на перспективу, что немаловажно, и вы можете хороший фундамент заложить, или, по крайней мере, на что-то, может быть, согласиться, от чего-то не отказаться как раз. Но вы можете столкнуться с таким человеком, который будет очень притягательный. Вы будете о нем много думать. Но человек может оказаться великим манипулятором. Положительная новость в том, что и вы в этих энергиях. Поэтому сводится все к тому, что будьте рациональны. Не теряйте связь с реальностью, потому что маг, он великий практик. То есть здесь не совсем, ну, конечно, идея для мага значит очень много, но ведь он эту идею думает, каким образом осуществить наши в реальной жизни. Вот и вы думаете, вам это может буквально помочь. Если это перекладывается каким-то образом, или ваша интуиция, слушайте интуицию, правда. С одной стороны башня, может еще карта нам говорить о том, что по части того, что вам приходят какие-то события, может быть даже с документами, и вы можете испытывать некоторые разочарования. А здесь тогда судьба находит какой-то выход, закрывается один путь и тут же открывается другой. И у кого-то, может быть, по части личной жизни. Давайте узнаем совет.
Ну, правда, не торопитесь. Девятка жезлов в герметической колоде Таро – карта великой мощи. У вас сейчас достаточно силы, но перед тем, как действовать, семерка жезлов, я говорила об этом, вам нужно подумать. Первое, мы не должны упустить какую-то возможность. Второй момент, мы не можем бездействовать, если нам угрожает опасность. Меня смотрят люди из разных стран. Вот для того, чтобы увидеть, что же это, возможность или опасность, правильно оценить какие-то ситуации жизненные или информацию. Вот это мощь, вот это сила, физическая сила, выносливость, кстати, умение владеть своими эмоциями, безусловно, будет проходить как ваша самопомощь, если хотите. Но мы должны куда-то не торопиться, потому что пусть это обдумывание какие-то минуты даже, да, но значит какие-то даже минуты вы, мои дорогие водолеи, должны быть в спокойном, уравновешенном состоянии духа, чтобы с чем-то определиться. Правда, два направления, как минимум, у вас могут проиграться, очень важных, которые в последующем будут означать какую-то далекую траекторию лет на 10-20. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, будьте любимы всегда.